В этом видео я расскажу, какие неприхотливые растения можно использовать для оформления ярких цветочных бордюров. С помощью этих малоуходных культур вы сможете создать эффектную подбивку для клумб и рабаток, красиво оформить передний план цветников и украсить обрамление садовых дорожек. Все цветы, о которых пойдет речь, простые в уходе, а также имеют длительный период цветения, который заканчивается глубокой осенью. Я также буду благодарна, если вы поделитесь в комментариях под этим видео своими вариантами неприхотливых бордюрных цветов. Не забудьте также подписаться на наш канал, чтобы не пропускать выход новых роликов. Ароматный пышный бордюр можно вырастить из узколистной лаванды. Это растение способно украсить своим пышным видом любые солнечные участки. Лаванда красиво выглядит даже без цветов за счет своей серебристой листвы. Только для посадки в средней полосе выбирайте устойчивые к морозам английские сорта, которые способны выдерживать холодные зимы. В моей климатической зоне 5Б английская лаванда зимует без укрытия уже много лет. Это ароматное растение каждый год радует нас своим обильным цветением, причем не только летом, но и осенью. Этот многолетник устойчив к засухе и в особом уходе не нуждается, за исключением стрижки, так как без нее с возрастом нестриженные кусты будут постепенно оголяться и разваливаться. Не менее красивым и неустанно цветущим до глубокой осени является котовник. Его сине-фиолетовые соцветия добавят в сад ощущение воздушности и прохлады. Котовник относится к неприхотливым засухоустойчивым культурам, которые идеально подходят для оформления бордюров. Только для этой цели выбирайте низкорослые сорта, например, котовник Фассена или Муссини. В качестве низкорослого покрытия и пышного ароматного бордюра послужит очаровательная лабулярия. Этим растением можно не только любоваться до глубокой осени, но и наслаждаться его приятным медовым запахом. Лабулярия формирует пышные кустики высотой до 30 см. Она идеально подходит для подбивки цветников, декорирования альпийских горок, рабаток и в качестве окантовки садовых дорожек. Из лабулярии получаются красивые пышноцветущие коврики и бордюры, которые обильно цветут до прихода осенних холодов. Это растение способно давать свой самосев, но к агрессорам оно не относится, так как в садах средней полосы лабулярия не зимует. Кустики легко размножить делением и укоренением побегов. Семена лабулярии также высевают осенью в холодную теплицу или открытый грунт, обязательно прикрыв посевы плотным агроволокном. На рассаду семена высевают в начале весны. Соцветия лабулярии чем-то напоминают морскую пену. Кстати, этот наиболее декоративный вид так и называется – лабулярия морская. Хотя ее цветы могут быть не только чисто белой окраски, но и розовыми, голубыми, фиолетовыми, пурпурными и нежно-лавандовыми. Кустики лучше высаживать на солнечных участках, в нейтральный или слабощелочной грунт, без застоя влаги. Лабулярия достаточно засухоустойчивая, но частое переувлажнение она не переносит. Этот красивый почвопокровник полюбился многим не только за свой эффектный внешний вид и неприхотливость, но и за его длительный срок цветения, который может длиться с мая по октябрь. Единственное, что после первой волны отцветшие соцветия надо подстричь. Для создания малоуходного и обильно цветущего бордюра отлично подойдут яркие, неприхотливые бархатцы. Хоть эти цветы и являются однолетними, но выращивать их под силу даже начинающим садоводам. Причем бархатцы не обязательно высевать рассадным методом. Их можно посеять поздней осенью сразу в сад. Единственное, что в регионах с суровыми зимами посевы стоит на зиму замульчировать, а весной аккуратно мульчу убрать. С помощью разных сортов бархатцев можно создать красочный пестрый бордюр, который будет красив с начала лета и до глубокой осени. Перед покупкой семян обращайте внимание на высоту растений, которые указывают на упаковке. Для переднего плана цветника и бордюрного выращивания удобно высаживать низкорослые сорта. Плотные посадки с невысокими бархатцами способны украсить любую цветочную клумбу, рабатку или стать ярким обрамлением садовых дорожек. Эти совершенно неприхотливые цветы станут расти на любой садовой почве. Единственное, что не стоит их сажать в тени.
Для шикарного цветения кустики можно несколько раз за сезон подкормить, хотя они неплохо цветут даже без внесения удобрений. Выращивая это растение, кроме неустанно цветущих цветов и эстетического наслаждения, вы еще получите много дополнительной выгоды. Бархатцы издревле использовали как лечебное растение, у которого огромнейший спектр полезных свойств. Если выращивать старые ароматные сорта вместо современных гибридов, которые менее пахнут, то с их помощью можно сократить нашествие вредных насекомых. Эти цветы часто высаживают возле плодовых деревьев и по краю овощных грядок. Такие совместные посадки и выглядят красиво, и вредителей отпугнут. К тому же ботвой отцветших бархатцев, которая имеет специфический запах, хорошо мульчировать и утеплять на зиму садовые растения. Под такой мульчей не любят заводиться полевые мыши, медведка, клопы и даже кроты, которые очень чувствительны к стойкому аромату бархатцев. Еще одно растение, которое будет радовать вас своими яркими цветами и подойдет для создания малоуходного низкого бордюра высотой до 20 см, это портулак крупноцветковый. Этот неприхотливый почвопокровник простит вам многие ошибки и даже станет красиво цвести, причем все лето до осенних морозов. Портулак засухоустойчив, предпочитает солнечные или слегка притененные участки. Он совершенно не требователен к своевременному поливу, удобрениям и качеству почвы. Приживается даже на скудных грунтах, но без застоя влаги. А вот в питательной почве он станет активно наращивать побеги в ущерб цветению. Портулак хорошо размножается самосевом, делением кустиков, а также черенкованием, устойчив к болезням и вредителям. С таким бордюром у вас точно не будет никаких проблем, хотя отцветшие цветки лучше вовремя удалять. А вот с этим растением, пожалуй, справится даже ребенок. Такой многолетник очень удобно выращивать как в групповой посадке, так и отдельно растущим. Речь идет об очитке видном. Наверное, это один из немногих многолетников в моем саду, за которым я вообще не ухаживаю, не кормлю, не поливаю и в некоторых местах даже не пропалываю вокруг кустов сорняки. Очитки и без моей помощи отлично растут и цветут. Причем с каждым годом они все краше и краше. Их яркие цветы привлекают в сад бабочек. Соцветия очитка в зависимости от сорта бывают разной окраски, так же как и высота кустов. Цветут эти замечательные многолетники до прихода устойчивых морозов. А если не срезать их цветоносы, то они будут украшать сад вплоть до следующего сезона. Среди самых красивых сортов можно выделить очиток бриллиант, Chocolate Drop с темно-пурпурной листвой и розовыми цветами, высокорослый сорт Матрона, компактный очиток Frosty Morn с серебристой и голубовато-зеленой листвой и кремовой окантовкой, яркий Sedum September Glute и другие. При создании бордюра учитывайте, что есть высокорослые и раскидистые очитки, а есть компактные и даже карликовые сорта и гибриды. Очиток видный станет расти как на открытом палящем солнце, так и в тени. Почва ему подойдет любая, но не закисленная и без постоянного переувлажнения. Если вы относитесь к категории занятых или неопытных садоводов, обратите внимание на эту неприхотливую культуру, которая от вас никакого ухода не потребует. И вместе с тем очиток видный украсит сад на весь сезон. Его симпатичная зелень очень красиво выглядит уже ранней весной, а со временем куст покроется множеством ярких читковидных соцветий, которые будут видны даже издалека. Еще одно неприхотливое растение с эффектным и продолжительным цветением – это амарант. Немногие знают, что его кустики с красивыми в виде причудливого длинного хвоста соцветиями выращивают не только для красоты, но и как ценную зерновую культуру. Семена амаранта обладают приятным ореховым вкусом и множеством полезных и питательных свойств. Известно, что его употребляли в пищу еще древние цивилизации ацтеков и майя. Но нас, садоводов, больше привлекает его редкая неприхотливость и яркий вид, который способен украсить и разнообразить любую клумбу. Более малоуходных растений, как амарант, сложно найти.
Об этом также свидетельствует его название, которое в переводе означает «неувядающий цветок». В зависимости от сортовых характеристик и разновидностей амаранты могут достигать высоту от 30 см и более метра. Соцветия колосовидные метелки. Бывают пурпурные, розовые, золотистые, красные и даже фиолетовые. Листва также бывает зеленой, красноватой и с фиолетовыми оттенками. Особо красивые трехцветные сорта, которые привлекают внимание своей яркой контрастной палитрой. Многие виды этого интересного растения цветут с июня по октябрь. К условиям выращивания непритязательны. Растут на любом грунте, за исключением заболоченных. Без своевременного полива и удобрений. Чем не растение для ленивого садовода? Единственный его минус в том, что амарант в холодных регионах не зимует. Кстати, осенью можно собрать свои семена для посева на следующий сезон. Такой посевной материал будет сохранять схожесть до 5 лет. А ботву амаранта можно скормить домашнему скоту или птице. Из этого растения можно создать не только яркий высокий бордюр, но и красивый фон для многих цветочных культур. Уверена, что мой неполный список бордюрных растений, цветущих до глубокой осени, вы сможете дополнить в комментариях к этому видео. А если вам моя информация была хоть немного полезной, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и до новых встреч на нашем канале.